Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. В преддверии нового 2023 года давайте посмотрим, что же ждет каждый знак зодиака в грядущем году. И сейчас мы посмотрим, каким же будет этот новый год для стрельцов. Выбирать ничего не нужно. У нас будет с вами одна общая позиция для всех стрельцов. И давайте, начиная с того, каким будет настроение вот этого временного периода, мы посмотрим, что же ожидает стрельцов в новом году. Общая атмосфера. Какой же будет атмосфера общая для стрельцов? Смотрите, стрельцы будут решать очень много каких-то официальных вопросов. Здесь заключение договоров, получение официальных каких-то документов, укрепление положения в обществе. Очень положительная карта касаемо вот всего, что официально, все, что по документам, по статусу, по должности. Укрепляете свои позиции. Прям, знаете, как прочно врастаете корнями в то место, где вы работаете, где вы живете, где у вас какие-то официальные связи, отношения и так далее. Посмотрите, очень важный момент заключается в том, что вы всегда знаете, куда вам двигаться, вы всегда знаете, в каком направлении вам идти. И карта дерева на обороте говорит о том, что все ваши виды деятельности, будь то работа, будь то личные отношения, это очень, знаете, вот такая процветающая дорога. Это очень какие-то благоприятные и благополучные события. Теперь давайте каждую сферу рассмотрим в отдельности. Что же ждет стрельцов в работе в грядущем году? В работе здесь, знаете, такой характер, когда вам предстоят определенные сражения, вам предстоят такие взаимоотношения с окружающими людьми, когда вы должны отстаивать и защищать свои позиции. Семерка жезлов, рыцарь мечей – это состояние борьбы, воинственности. Причем очень много моментов, которые будут для вас такими поучительными. Пятерка кубков – это, конечно же, момент сожаления. Есть люди, которые против вас, есть люди, которые готовы вас предавать. Это в сфере работы. И такое ощущение, что в ком-то из вашего окружения по работе вы разочаруетесь, вы как будто бы как-то вот посмотрите на ситуацию другими глазами. Но в целом здесь положение ваше очень прочное, вы знаете, куда идти, вы знаете, что делать. Ваши позиции, они крепки и нерушимы. Карта Макс, совершенно верно. Вы просто, знаете, вот доказываете в первую очередь себе, ну и, конечно же, окружающим, то, что вы можете, то, что вам все подвластно. Вы компетентны в решении многих вопросов. Вы умеете достигать поставленных целей. И, естественно, все это идет через борьбу. Но вы знаете, нужно отметить, что вам эта борьба даже в чем-то нравится. И те цели, которых вы достигнете, они будут настолько, знаете, вот просто сносящими голову, да, это настолько будет успешным, что успех будет головокружительным. И важно выстоять перед искушением зазнаться, вот не зазнаться, пройти, так скажем, медные трубы, потому что вам будет нравиться то, что происходит. И порой действительно вот эта радость будет просто фееричной, просто головокружительной. Абсолютно не исключаю того, что есть женская фигура, которая, с одной стороны, весьма положительно к вам настроена, но, с другой стороны, доверять ей полностью, в полной мере не стоило бы, потому что есть нюансы и подвохи. Тем не менее, как уже было сказано ранее, ваша позиция прочна, нерушима. Все, что касается работы, да, бороться придется, отстаивать интересы, делать выводы, проводить работу над ошибками, быть свидетелем того, как
Вас могут подставить либо предать те люди, которым вы доверяли, на которых вы рассчитывали, но это лишний повод убедиться в том, что вы прочно стоите на своих собственных ногах. И никакая помощь и поддержка вам не нужна, вы все можете достичь сами. Что с финансами? Давайте посмотрим. Финансами. Ну, во-первых, здесь через мужчину могут прийти какие-то виды дохода и заработка, но в целом король жезлов это такая, знаете, вот прочная позиция с тенденцией на увеличение прибыли. Сейчас все хорошо, а в дальнейшем будет еще лучше. Здесь ваш заработок будет расти в геометрической прогрессии. Причем, вы знаете, здесь вы вот прям как победитель рассчитывали на одну цифру, в итоге эта цифра, она оказалась гораздо больше, и со временем она будет расти, она будет увеличиваться. Причем здесь такие долгосрочные перспективы. Не то, что вот прям, знаете, вот завтра заработал, сорвал куш и все. Здесь постоянно будут расти ваши доходы. И это не потолок. И здесь львиную долю дохода вы будете инвестировать. Не то, что вот взял куда-то под подушку, положил, а вот именно вложение во что-то такое прибыльное, в то, что может дать вам гораздо больше дохода вот именно в дальнейшем. Итак, теперь у нас личная жизнь. Что ждет в личной жизни стрельцов в грядущем году? Личной жизни. Как-то все туманно. Вы знаете, либо это тайные отношения, либо такие отношения, в которых нет ясности. Вы знаете, да, у многих здесь отыграется соперница. С одной стороны, ваши отношения, они могут перерасти во что-то такое глобальное, серьезное. Паж жезлов – это такой новый росточек, который при желании можно, вот знаете, вырастить во что-то крепкое, да, во что-то такое полезное, продуктивное. Но здесь, во-первых, вам, женщине, нужны отношения несколько больше, чем вашему мужчине. Новых знакомств я не вижу. Возможно, правда, знаете, как отыграется? Если новое знакомство, то с человеком, который младше вас по возрасту. У каждого будет своя ситуация, потому что расклад общий, но здесь все сводится к тому, что в личной жизни есть некая неопределенность. Это либо тайные отношения, либо треугольник с наличием соперницы, либо что-то такое, что вас не в полной мере устраивает. Причем вы-то здесь готовы как-то, знаете, вот вкладываться в отношения. Судя по всему, здесь партнер как-то не дотягивает. Что еще в личной жизни? В личной жизни давайте подробнее немножечко. Да, совершенно верно. Здесь романтика есть, а вот серьезности такое ощущение, что не хватает. Но здесь, еще раз повторюсь, здесь тенденция к тому, чтобы вот этот росток вырос во что-то такое действительно важное и существенное. Да, совершенно верно, карта император. Смотрите, если вы в отношениях с несвободным мужчиной, либо же вы сами создали эти тайные отношения, да, являясь женщиной несвободной, то все императоры остаются на своих местах. Каждый муж при своей жене. Если же нет треугольников, то у вас тенденция к тому, чтобы вот этот вот мальчишка, который порой несерьезный, порой, вот знаете, вот излишне романтичный какой-то, чтобы он вырос в настоящего императора, чтобы он стал тем человеком, который сможет в дальнейшем нести полное бремя, полный груз вот этой вот ответственности. И карта башни из колоды Ленорман в самом начале расклада у нас как раз-таки говорит о том, что здесь будет становиться вопрос о формировании чего-то официального и серьезного. Причем это официальное и серьезное, это не только в работе, но еще и в отношениях. Поэтому если есть официальные отношения, то они в приоритете. Если же их еще нет, то есть тенденция к тому, чтобы они образовались, были созданы. Далее давайте посмотрим, к чему стрельцам стоит стремиться в грядущем году. К чему стрельцам стоит стремиться
а как раз-таки к союзу, к партнерству, да, к любви. Но здесь, знаете, здесь как-то вот без потерь не обойтись. Здесь нужно либо умело вот как-то вот лавировать, либо сделать выбор, отказавшись от чего-то такого, что мешает следовать своим приоритетам. От чего придется отказываться-то? Какие-то возможности, какие-то шансы, возможности, предложения. Но здесь в приоритет вам карты советуют ставить все-таки союз. Отношения, которые могут в дальнейшем вот именно перерасти во что-то такое именно стабильное и крепкое. От чего остерегаться стоит в грядущем году? Неопределенности. Вот долго не тяните. Здесь нужно делать выбор. Нужны перемены. Нужны перемены. С переменами не затягивайте. Не ждите. Вот здесь смотрите. Перемены, они нужны, но осуществлять их нужно очень аккуратно, очень осмотрительно. При этом не затягивать с принятием решений. И очень важно, чтобы этот выбор сделали вы сами, потому что если не выберете вы, выберут за вас. Если не решите вы, решат за вас. Поэтому будьте осторожны, стремитесь. В приоритет всегда ставьте партнерство, отношения, союз. И имейте в виду, что придется, знаете, вот немножко побыть таким жонглером, чтобы либо пройти по фарватеру, да, вот как огибая эти острые углы, либо же придется от чего-то отказаться. Возможно, даже финансовые какие-то возможности, финансовые какие-то перспективы будут не то чтобы утрачены, а отложены, наверное, отсрочены на потом. И давайте посмотрим для стрельцов совет. Для стрельцов совет на грядущий год. Четверка жезлов – это карта стабильности. Башня, четверка жезлов, дерево – это все про процветание. Королева пентаклей. Вам нужно стремиться к тому, чтобы обрести стабильность. Это статус матери, это статус жены, это статус постоянной спутницы, это статус женщины, у которой есть положение, деньги, авторитет. И во многом это связано с построением, с выстраиванием вот именно прочных связей, отношений абсолютно во всем. И в работе, и в личной жизни. В чем-то придется себя ограничить. Ну, собственно, ранее тоже было видно, что здесь некого рода ограничения и, возможно, даже, ну, потери, какое-то некрасивое слово, да, не пугайтесь этого слова, это все предусмотрено, знаете, вот такое состояние, когда, расставив приоритеты, придется от чего-то отказаться. И здесь важно будет быть этим настоящим медведем, который готов защищать то, что важно, приоритетно и значимо. Смотрите. На обороте у нас карта смерти, это карта трансформации. Бессмысленно удерживать то, что уже не актуально. Нужно стремиться к переменам, нужно стремиться дальше вперед. И здесь, ну опять же, без каких-то затрат не обойтись. Придется все-таки расставить приоритеты и в соответствии с приоритетами понять и решить, что же вам забрать с собой вот в эту стабильную жизнь, а что стоит ограничить. Вот такой получился у нас с вами прогноз для стрельцов на 2023 год. Я благодарю всех, кто проявил интерес к этому видео. Буду рада и благодарна за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.